Приветствуем! Сегодня мы разберем усиление панча, попробуем классифицировать все дисциплины панча, то есть все его составные части, то есть разберем от самого начала и до самого конца. Вот теперь смотри, чтобы усилить панч, первое – это разобрать очень четко технику. У тебя идет отставание между вот как раз ключевыми звеньями. У тебя нету перехода, то есть нету навала и нету вращения, движения. Очень хорошее движение руки у тебя, очень сильное плечо, хорошо выходит. Вот теперь смотри, есть очень хорошая подводяга, когда ты с ноги на ногу выкидываешь бедро, ручку вот так зафиксируй, чтобы я ее видел. Вот. И на носочки встань, на носочки встань. Вот, чтобы вот это вот движение было видно. Чтобы вот именно оно шло как разгонная часть удара. Очень хорошо. Только смотри, ногу не складывай. Вот следствие твоего правильного поворота – это всего лишь подъем стопы. Дальше идет вращение, и идет вращение в плечах. Вот есть очень хороший момент, вот если мы говорим про усиление панча. В основном поставь лапки, в основном бьют вот. Ну вот, видишь? Вот здесь вот система плечей. Если ты ведешь удар только до сюда, он у тебя ограничен силой. Если ты начинаешь дальше вкручивать плечо, просто как плечо выводишь. Поэтому вот в первую очередь я обращаю на систему, которая работает сверху. Пока у тебя сверху не начнет получаться вот выход вот этого плеча, вот, если как посмотреть, то есть вот у тебя система. Вот это первая часть, которая у тебя получается. Но единственное, плечо у тебя останавливается где-то примерно на середине. То есть дальше оно у тебя не идет. Поэтому из первых вот вещей, когда ты начинаешь вес тела переводить и начинаешь плечо уже подтягивать к носку ноги. Вот. Только не заваливайся, потому что здесь есть один такой момент в равновесии. Давай. Видишь равновесие? Попробуй меня так сбить в этом положении. Видишь как? То есть я сложил корпус. Раз. Раз, раз, раз. Момент устойчивости должен быть на порядок выше, потому что опорная нога, которой ты толкаешься, толчковая нога, на опорную ногу, у тебя момент стабилизации происходит, вес тела уже на этой ноге. Во. Теперь смотри, что с ногой. Из-за того, что плечо уходит на носок, нога подворачивается, но подворачивается она под естественное положение. То есть, если ты ногой начнешь как-то перекручивать, во-первых, дико просто у тебя удар свалится, то есть вообще не будет опоры. То есть ты просто, выведешь себя сильным движением руки из равновесия. Поэтому, чтобы вот этого не вышло, сначала гонишь бедро и плечо. И нога сама подкрутится. В оригинальном сильном ударе прямого правого нету такого понятия, вот нога толкает там, бедро крутит, подхватывает, плечо там. Такого нету. У тебя все звенья работают одновременно. То есть если делать макросъемку, импульс у тебя так быстро переходит вот от ноги к руке, что там даже не видно вот этого перехода. Видно просто одно движение, которое ты выстреливаешь. Только одно движение. Видишь, оно как вместе, оно сливается. Но толчок реально идет от ноги. Вот чтобы выставить ногу на толчок, надо сначала понять, как работает рука. Потому что рука – это направление. Нога – это сила. Видишь, как четко? Вот она. И здесь вот естественное вот это вот искривление тела на линии удара, опять-таки же, зачем оно нужно? Это чтобы не получилось, чтобы не было вывода равновесия твоего. Поэтому ты чуть-чуть, когда выносишь плечо, тело у тебя подгибается. То есть вот сюда, как на сторону чуть-чуть валится. Можно и по прямой панч валить, но лучше всего, когда идет чуть-чуть в сторону. Там очень много моментов усиления, когда, например, у тебя вот ты ногу выводишь чуть-чуть в сторону. И получается вот так, что у тебя нога чуть-чуть в сторону идет. Только для того, чтобы больше плечо заложить. То есть еще больше мышц подключить к удару.
но удар этот не очень быстрый. Он очень сильный, но не очень быстрый. А вот как раз быстрый панч – это мгновенная передача. Поэтому вот смотри, сейчас вот эту часть вообще останови, можно только чуть-чуть ее поворачивать. Вот, ногу еще больше чуть-чуть подверни. Вот так вот. У тебя прямая линия идет вот отсюда, проходит через локоть. Когда отрабатывают, нарабатывают сам по себе удар, локоть выпрямляется. Но в бою бывает так, что локоть у тебя и не выпрямится. Но ты должен понимать, что прямая линия будет все равно проходить вот так. Понимаешь, чтобы не было залома. Потому что вот смотри, у тебя четко он ровно идет. Чуть-чуть его, чуть-чуть подведи, чуть-чуть подведи. Вот ручки к себе подбери. Вот сейчас меня вот сюда плечом ударь, плечом. Вот оно. Видишь? Еще разок. Плечом. Во, плечом. Вот хорошо. Тянись вот столько, сколько ты можешь вытянуть вот в этой части. Да, вот если ты дальше валишься, уже все, движение уже закончено. Вот оно движение. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вот оно. И там есть еще один такой момент, тоже он, как сказать правильно, чисто человеческий. Если ты хочешь ударить сильно, вот я не знаю, вот ни в одной аннотации я, к сожалению, не смог найти объяснение, почему человек при сильном ударе он идет к земле. То есть, понимаешь, то есть движение вот это вот, то есть ты сверху его вниз делаешь. Там есть объяснение типа падающая часть, то есть тело как бы валится к низу, мышцы как бы собираются в один узел, то есть так далее, так далее. Вот все как один делают вот это вот движение, к низу стремятся. Движение телом пока не делай, только одной рукой. Вот смотри, вот как раз вот это вот и есть стабилизирующие мышцы. У тебя рука реально плавает в плече. То есть вот если ты хочешь реально усилить свой удар, надо вот это вот звено плечевого, то есть сустава, всего выхода лопатки, его надо укрепить. Потому что у тебя один удар идет ровно, четко, второй удар уже идет чуть-чуть в сторону, чуть-чуть наверх. То есть поймать вот эту вот лапа маленькая. Но это не от ног идет. Это не от ног. Это не от ног. То есть мы с ногами еще даже, не разбирали. То есть первая часть, которую ты выпускаешь. Если у тебя мышцы все прокачаны идеально, правильно прокачаны, закреплены, то движение, видишь, можно делать четко с закрытыми глазами, но никуда не уйдет у тебя. Никуда не уйдет. В бою у тебя будет и в напряжении, и без напряжения. То есть к идеальному удару в бою это многолетний опыт постановки удара. То есть движение, которое ты делаешь само по себе, оно очень простое. И суть этого движения, оно как можно, по кратчайшему расстоянию пойти. Вот это вот движение, оно самое простое. То есть прямой удар, или, скажем так, вот прямой панч, который ты бьешь справа, и если стойка обратная, значит слева есть и левый, и правый панч. Понимаешь, то есть фокус в том, чтобы тебе найти вот это кратчайшее расстояние. И не всегда кратчайшее расстояние, как мы сейчас вот так с тобой стоим. Очень часто в бою у тебя, вот я клянусь, 100% смещение идет. Либо ты пытаешься в сторону уйти, и ты по кратчайшему расстоянию достаешь до головы. Либо ты делаешь с каким-то защитным движением. Например, вставая, ты наносишь этот кратчайший удар. То есть вот в чем фокус. Просто наработка, она начинается сначала, вот, как говорят, вот с этой подводящих вот движений, которые идут от ног. Но согласовать ноги и руки, если ты никогда не бил, это вообще невозможно. То есть это ошибка номер один, когда приходит новичок, и ты начинаешь ему так, от ноги бей. Да он никогда в жизни от ноги не ударит. Потому что направление твоих мышц начинается с руки. Вот пока у тебя вот эта вот часть не пойдет, ты не поймешь, как ее удлинить, эту часть. Потому что это вторая часть, удлинение удара. Потому что чем удар у тебя будет длиннее, я имею в виду, то есть вот, например, разгонную часть ты берешь, например, начинаешь шагом его усиливать. То есть элементарно, то есть ты делаешь небольшой подшаг, ровно на одну стопу смещаясь. Точно по направлению движения руки. Или ты делаешь это скачком, это еще большая сила. Там она умножается, нормально умножается.
Поэтому вот первую часть, которую ты должен как бы отрепетировать, это выход твоего плеча. Потому что, еще раз говорю, вот это вот ограничивает всех. Вот бьют, видишь, и все, ограничено. Вся твоя сила осталась в лопатке, поэтому дальше продави ее, дальше. Дальше, и там естественное вот это положение, сгибание корпуса, оно будет усилять, потому что расположение мышц на спине, которые усиливают, твое направление, вот через лопатку. Вот говорят, что, тоже такой еще вот момент есть, плечо бьет, плечо выталкивает. Так вот, у плеча, с точки зрения мышц, нету выталкивающих движений, нету, только фактор стабилизации. Выталкивающая часть небольшая есть в лопатке. Вот оно. Вот весь толчок. А вот теперь сравни мышцы, которые выталкивают твою лопатку, плечо выталкивают, и сгибатели, и разгибатели. Какая часть будет быстрее? Выталкивание лопатки или выталкивание руки? Лопатки. Нет. Руки. То есть самое быстрое движение – это вот это. Вот это движение медленнее. Потому что там меньше мышц и меньше как бы вот этого усиления идет. Поэтому и усиливают за счет наклона. Понимаешь, вот ты наклоняешь, и плечо у тебя уже выходит. И вот стабилизировать выход как раз вот этой вот лопатки и вот этих вот мышц разгибательных начинается с того, что ты сначала начинаешь руку тянуть. Видишь, оно как, выскакивает сразу. Вот оно. А если ты делаешь вот это вот движение, оно уже замедляется. Понимаешь, вот это быстро ты можешь сделать, а вот это уже замедляется. Поэтому, чтобы хорошо ее разогнать, надо понять, что плечо полностью выходит у тебя. Вот тогда будет толчок. Когда одновременно одна система выталкивает, вторая натягивает и тут же возвращает его. Вот и все. Вот оно. Вот оно. Работает на средней дистанции, это очень мощно. Чуть-чуть, если, например, поближе станешь, все. Вся система разрушится, сломается. Поэтому говорят, что короткого, прямого в ближнем бою нет. Точнее, он есть, но он бьется вообще. То есть по такой как бы технологии, вот ты спину отклоняешь, вытаскиваешь локоть и уже наклоном и стабилизацией, руки очень сильные должны быть. И ты уже продавливаешь. То есть у тебя вот эта вот часть. Ты все телом делаешь или делаешь это лопаткой с плечом. Плечевой такой удар будет. На средней дистанции, еще раз говорю, это вот эта система. Пока ты не стабилизируешь ее в равновесии, у тебя будет проблема. Потому что, еще раз говорю, вот один момент, я покажу, вот один момент. Вот это нестабильный момент. Стабильный момент, когда ты вот сюда, на эту ногу уже давишь. Потому что здесь уже упор. Поэтому вот, когда ты плечо выдвигаешь, вот, видишь, рука вот она, по направлению здесь удара. Поэтому и получается вот, длинное такое движение. И в то же время оно не длинное, оно как бы еще не длинное. Удлиняешь ты еще за счет того, что корпус можешь сгибать на удар. Это еще одна часть, которая его усиливает. Еще раз говорю, ставится только одна рука, чтобы она не гуляла. И почему ставится на лапе? Потому что здесь ощущений больше. Если я тебя сейчас на мешок загоню, у тебя вот как она балансировала рука, так и будет балансировать. А на лапе сразу это чувствуется и видно. Поэтому самые первые вот профессиональные постановки, они начинаются с лап, не с мешка. Вот это уже лучше. Сильней. Сильней. Как пришла рука, так и ушла. Бам, и рука отходит. Бам! Бам! Потихонечку давай. Начинаем потихонечку. Сильней. Сжимай. Стоп. Вот теперь смотри. Вот шлеп. По звуку слышишь? Вот это правильно. Есть вещи, которые ты просто проваливаешь. А есть вещи, которые реально у тебя шлепает прям. Вот шлепать должно всегда. То есть, понимаешь, вот напряжение твоих мышц в самый последний момент всегда должно идти от расслабленного положения. Чтобы вот момент хлесткости
момент остановки твоего удара. Ну, это как бы такая определенная специфика, она тоже сразу не появляется. То есть она хватает подкрутки на не хватает, бедра, не хватает. чувствуешь неполноценно. Да, но кулак-то ты сжать можешь в последний момент? Есть такие вот упражнения, тоже они из серии подводящие. Вытащи руку. Вот, чуть-чуть локоть согни. Во. Видишь, вот этот рычаг. Есть вот этот рычаг. Вот так ты ничего не выдавишь. Выдави. Ну, выдави. Попробуй ударить, чтобы локоть у тебя сверху был. Ну, попробуй. Да. Ну, пробуй. Ну, это вообще не удар. Ну, даже если ты сильно будешь стараться, ну, ты так не ударишь. А теперь локоть вот сюда выведи, вниз. И вот смотри, у тебя движение вот. Ну, прямой, тем не менее, бьет. Да, ты прямой делаешь, только локоть снизу опусти его. Во. И вот отсюда медленно, спокойно, тихонечко сейчас выводи. Во. Только Развернись ко мне. Во. И локоть вниз. Во. Смотри, как идет удар. Поставь лапу. Лапу поставь. Вот. У тебя полусогнутая рука. Вдруг в бою. Я просто как бы, ну, констатирую. Вдруг в бою у тебя будет раз, ну, так получится, что рука вот сюда отойдет. Вниз. А ты не умеешь бить отсюда. То есть тебе надо выбрать вот эту прямую линию. То есть ты что делаешь? Ты просто поднимаешь чуть-чуть локоть, не вот сюда его вытаскиваешь, а просто начинаешь его поднимать. Видишь, и удар получается. Ты руку отсюда можешь отвести куда угодно. Но если локоть у тебя будет стоять на месте, ты все равно придешь к правильной форме удара. Понимаешь? Если твой локоть будет вот здесь стоять, вот это уже будет сложнее сделать. Потому что, ну, не сможешь надавить с точки зрения мышц. Понимаешь, ударных. Ну, всей стабильной части. Поэтому ручку вот сюда вытаскиваешь, и вот отсюда ты собираешь. Раз. Видишь, вот он как идет. Немножко такая как бы траектория смешная, но вот так, ты гораздо сильнее ударишь. Тебя, ну, ведет с точки зрения твоих сильных мышц. На спине очень сильные мышцы. Это следствие, ну, как бы такое, это практически 90%. Редкий случай, когда ты берешь даже вот подростка, еще не прокачанного подростка, и ты начинаешь его выставлять, вот, ну, редкий случай, когда у него правильно все вот в этой системе работает. Теперь смотри, система бедра. Очень коварная штука, потому что если плечо максимально у тебя заворачивается, то есть если вот так вот смотреть, вот сюда выходит, то бедро у тебя идет чуть-чуть, ну, не доходит. и нога тоже на месте стоит. Да? Смотри, то есть система вот пока без ноги мы делаем. Вот это максимальный выход бедра. Он вообще считается как на прямой. То есть если плоскость прямая, плечо у тебя дальше идет, а бедро как бы уже останавливается на... Да, она и дальше и не пойдет. Не, ты можешь ее там закрутить, но если ты ее перекрутишь, ты потом, ну, вот это вот обратное движение вот ты уже не сделаешь. Потому что все в бедре, видишь? Вот оно, у бедра движение короче. Короче ровно наполовину. То есть если плечи ты нормально можешь выкинуть, хорошо можешь плечо вывести, то бедро уже наполовину. И также на еще одну половину, ну, на четверть, у тебя делает нога. Это я как бы, ну, забегаю немножко вперед, чтобы ты уже понял, как бедро влияет на разворот ноги. Потому что в большинстве случаев, и вот очень часто я с этим сталкивался, полстраны у нас, и клянусь, я сам так делал, ногу прямо аж складывал. И только, ну, вот уже когда начинаешь рассматривать бои собственные, да, там все вот эти вещи, почему не получилось, почему не было вот такой точности, как вот, например, есть на тренировке. Потому что вот этот вот баланс перекрученной ноги не позволяет тебе сделать. Во-первых, ты и быстрое движение обратно тоже не сделаешь, если чересчур перекрутишься. Надо возвращаться в эту форму. Боксеры очень часто, ну, как правило, они выходят из этого положения. Вот он ногу, если перекрутил, он начинает с другой стороны движения, чтобы, ну, вот этот баланс вывести. Перекрутил, начинает отсюда опять крутить. Очень сложный удар прямой по одной простой причине. Видишь, у нас все вращается. И вот эти вот вращения очень точно надо стабилизировать по прямой. То есть у тебя раз, все, прямая пошла, все. То есть у тебя идет усиление. Ты уходишь вот от этих вращающих движений и переходишь к наклонным движениям. И самое трудное – это вот разворотную часть и наклонную часть вывести на один порядок.
Это крайне, это, я тебе говорю, это очень серьезная работа. Потому что, чтобы у тебя не было никаких завалов, и четко от бедра шел удар, четко, практически вслепую. Видишь? То есть у меня ничего нигде не дрогнет. Почему? Потому что единая система. И она уже отрепетирована настолько, это вот как, правой рукой ешь ты, правой рукой причесываешься, правой рукой ты чистишь зубы. То есть момент вот этой вот, знаешь, как бы уже неосознанно, когда ты делаешь. Вот до чего доходит. Да, у тебя еще пока вот эта вот часть, первая часть, она в дисбалансе. Вторая часть – бедро, которую ты не знаешь пока, как подключить к первой части. Вот он в чем нюанс. Поэтому постепенно сейчас просто бедро выводи и плечо заваливай максимально на ногу. То есть у тебя получится вот так. И, во-первых, когда у тебя локоть поднимается, соперник уже этого движения видит. Самое трудное, это, говорю, сделать незаметную часть удара. Вот, хорошо. Еще разок. Смелее веди бедро. Оно, видишь, оно у тебя как смертвело. Смотри, как оно у тебя. Вот, максимум. Я тебе скажу, почему не пускает максимум. Почему? Потому что ты его вот здесь останавливаешь. Вот еще раз говорю, вот когда ты чуть-чуть ноги согнешь, смотри, как будет. Видишь? Вот ты бьешь. Бедром ты бьешь. Поэтому, если у тебя будут ноги, как ты сделаешь здесь? У тебя вот эта система, она просто не пустит. Чуть-чуть подсогни ноги. Раз, и можешь вот ноги вот от согнутого к выпрямлению сделать. Вот тогда оно очень быстро пойдет. Видишь, вот он момент этот. Вот он. Видишь, ход бедра. Вот он. Все. Первое и основное упражнение для развития как бы удара, это бедро, это вот когда ты делаешь. Вот эти вот вещи скручиваешь. Когда ты начинаешь бедро запускать полностью по кругу. Это очень просто. Можно раз, ты подсел, встал. Подсел, встал. Встал. И уже осознанно делаешь гимнастику, которую в основном парни думают, что они что-то там мышцы развивают. Боксерская гимнастика. Боксерская гимнастика, особенно вот в самом начале, вот самые первые вот эти вот вещи, там она полностью состоит из подводящих упражнений. Там ни одной даже лишней какой-то части нету. Теперь смотри, теперь с плечом. Раз, вот в эту. И у меня рабам упала. Я даже так не смогу сделать. Еще раз говорю. Еще раз говорю, Дим, вот пока ты все мышцы не свяжешь в один узел, чтобы у тебя был вот такой завал, у тебя так и будет. Плечо отдельно, бедро отдельно, или, как говорят, одно, другое догоняет. Для силы это минус. Пока оно там догонит, пока оно там усилит. Поэтому боксер делает сразу вот от навала, сразу все звенья работают в одной цепи одинаково. Все. И бедро, и плечо. Или там разгибатель. Вот оно, видишь? Это я уже с переносом веса тела сделал. Мало того, если сейчас я опущу руку, где она у меня находится? Уже на этой стороне. Могу начать отсюда. Медленно. Медленно. Видишь как? Бам! Вот последняя часть, вот как раз то, про что я тебе и говорил. Почему вот эта часть самая быстрая. То есть ты вот этим вот движением последним уже и ловишь баланс плеча и бедра. Разгибателем ты ловишь. И если у тебя вот эта часть не поставлена, ты никогда ее не поймаешь. Поэтому самая первая отработка для нанесения мощного удара начинается с положения руки. Потом бедра, в связке, руки с бедром, чтобы у тебя лопатка вышла. И только потом начинается с ног, там, где уже присутствует перенос веса тела. Но перенос веса тела – это крайняя точка, которая уже в бедре у тебя. То есть начинается перенос веса тела уже в бедре. Видишь, я уже переехал. Нога, она разгоняет. Поэтому для усиления панча ты делаешь, шаг такой вперед чуть-чуть. Бам! Понимаешь? То есть я могу перенос веса тела делать без движения бедра. Наваливаться. Правильно? Как правило, очень удобно
это происходит, когда вот ты через джеб идешь. То есть джеб, видишь, по направлению выталкиваешь. Тут бедро практически не разворачивается. Вот она, видишь, она уже на линии толчка ноги стоит. Видишь, второй момент, когда ты начинаешь уже запускать бедро. И вот здесь очень интересный момент, когда тебе надо скрутиться. То есть ты можешь вначале скрутиться и потом толкаться. Можешь толкнуться и в конце скрутиться. И можешь начинать делать скручивание одновременно с толчком ноги. Вот эти три фазы надо понять, потому что момент дестабилизации начинается как раз вот в этих определениях. Когда привязывают ногу и бедро. Это еще, я не говорю про руку пока. То есть конкретно говорю про ногу. Первая часть, которую ты делаешь, это выталкиваешь. Если у тебя нога стоит по направлению, у тебя удар уже есть. Поэтому вот эта вот нога, она как бы набирает толчок с правильного положения, чтобы вперед толкнуться. Если нога как-то будет стоять по-другому, ты и направление будешь по-другому выбирать. Еще разок. Руку не сгибай, просто прямая рука. И толкай ее. На пятку. Еще разок. Теперь смотри. Вот у тебя, когда ты начинаешь толкать, сразу начинай вращать. Бедро вращать. Да, хорошо, еще разок. Видишь, нога сильно задирается, да? Это не ошибка. Хотя, в некоторых описаниях отрыв, не должно быть отрыва. Может получиться, что ты при падении будешь уже правильное положение выбирать. Поэтому, если сильно нога будет прижата, тоже плохо. И сильно, когда она отрывается, до носка, тоже плохо. Поэтому здесь и должен быть такой вот баланс, если смотреть. Видишь, как у меня? Видишь, как? Я начинаю толкать, и бедро сразу разворачивается. Вот она, короткая часть удара. Возвращаем. Раз. Раз. Согнуты ноги? Раз, натянул. Если ты вот здесь останешься, удара сильного не будет. Поэтому тебе и нужен это движение вперед. Очень много ошибок именно как раз здесь. Потому что, в основном начинают чуть ли не вот так, чуть ли не наклоном бить. Это тоже может быть сильно, но не так эффективно, не так быстро. А здесь у тебя толкаешь и вращаешь одновременно. Выдох. Выдох. Еще не попадаешь. К щеке. Мы еще неоднократно будем возвращаться к постановке прямого удара, потому что за такое короткое время невозможно все нюансы объяснить. Поэтому, парни, дождитесь, мы сделаем еще не один выпуск про прямой удар, про его усиление. Сегодня мы только чуть-чуть приоткрыли эту завесу. Это очень интересные моменты, когда уже ты можешь их делать, соответственно, можешь и объяснить уже их. Без этого, пока ты сам себе не объяснишь, в чем проблема, как правило, уверенности в движении не будет. И такой очень важный момент. Фактор уверенности вашего удара – это многочасовые тренировки. Потому что каждый из узлов, он прокачивается как вместе, так и отдельно. Поэтому очень много упражнений на постановку ударной техники. То есть это не одно, не два, не три. Там целые группы упражнений, целые комплексы. Поэтому следите за нами, и пользуйтесь. Спасибо, всем добра, любви.